11 января 2020 года мы сделали мне татуировки нашими пигментами 5 цветами из основной линейки. Сделали их для того, чтобы потом их снести и показать вам результат, ответить на вопрос, как ваши пигменты удаляются лазером. Сегодня у нас 16 августа 2020 года, и у нас первый сеанс изгнания пигментов брови. Давайте посмотрим на заживший результат поближе и сразу закроем ряд вопросов. Спустя 1,5 месяца мы сделали пробные щелчки под каждой татухи, чтобы посмотреть на результат и подтвердить свои прогнозы. Вы можете видеть оранжевые пятна на каждой татуировке, почти на каждой, кроме веснушки. Каштан. И здесь тоже было оранжевое пятно, оно удалилось. Мы по нему щелкнули потом еще раз. Оранжевые пятна ни в коем случае не связаны с качеством пигментов или с еще какой-нибудь другой чушью, которую вас пичкают на форумах для перманентщиков. Этому есть очень простое объяснение. Черный пигмент поглощает все длины волн, поэтому при удалении свежей работы его частицы фрагментируются гораздо быстрее частиц других пигментов. Про другие пигменты, желтый и оранжевый. Они удаляются плохо не потому, что они какие-нибудь некачественные или плохие, а потому что научным путем уже давно доказано, что желтые и красные колоранты поглощают меньшее количество энергии, в отличие от черного. По этой теме меня консультировал мой друг Сергей Хребтов. Он же любезно предоставил мне картинки, которые вы сейчас увидите на экране. Кстати, на Сергея обязательно подпишитесь и можете спросить у него в директе, прав ли я. Что мы видим на картинках? Это исследование Регенбургского университета, который находится в Германии, кафедры органической химии на тему влияния Q-switch лазеров на тату-пигменты. Что было сделано? Были взяты отдельно желтые и отдельно оранжевые колоранты, самые популярные оранжевые колоранты, которые используются в производстве тату-красок, и на них воздействовали лазером. Как можно легко понять по графику, желтые пигменты слабо поглощают энергию разных длин волн. А вот некоторые оранжевые хорошо поглощают энергию при воздействии 532 волны. Это та самая насадка, которой мы удаляем красные и оранжевые брови. Я также хочу обратить внимание на то, что для исследования взяли наиболее популярные колоранты, которые в своих красках используют ведущие производители. Российский же рынок тату-красок, точнее красок для перманентного макияжа, это тату-миксы, как правило. По крайней мере, я не знаю ни одного полного цикла производства в России. Поэтому в пигментах для татуажа российских используются те самые наиболее популярные колоранты ведущих зарубежных брендов. При условии, что тату-миксы составлены правильно, они собраны из 3 разных коричневых цветов в одной банке, все краски удаляются примерно одинаково. Вы получите довольно прогнозируемый результат удаления при условии, что сейчас понимаете вообще, о чем я говорю. При удалении тату или татуажа мы используем криоустановку. Вкратце, она нужна для того, чтобы снизить неприятные ощущения у клиента и работать на более высокой мощности, при этом не травмируя кожу так, как она была бы травмирована на высокой мощности, но без использования крио. Более высокая мощность ускоряет процесс фрагментации частиц пигмента, и ваш капризный клиент быстрее получит желаемый результат. Работаем мы лазером от компании Permanent Plastic. Он полностью спроектирован и собран в Новосибирске. Я рекомендую к покупке этот лазер вместо ваших китайских лазеров, которые продаются сейчас по 50 тысяч рублей. Почему же спустя полгода пигменты удаляются легко и выходят через естественный оттенок? Все довольно просто. Любая татуировка и любой татуаж с течением времени светлеют. При процедуре лазерного удаления мы также осветляем пигмент. Не стоит забывать и о том, что все частицы пигмента двигаются в вашем организме. Вы, конечно, этого не замечаете, но это факт. Ну и, собственно, в этом видео мы приводим вам пример из своей практики. Опять же, факты, только простым языком. При удалении пигментов спустя 1-2 месяца после процедуры вы получите оранжевый результат. При удалении пигментов спустя полгода ваша работа просто-напросто посветлеет. Не понимаете почему? Посмотрите первую часть видео еще раз. Татухи снесли,
На 2 недели я ухожу заживать, и через 2 недели мы показываем вам заживший результат. 31 августа прошло 2 недели, и я зажил. Давайте посмотрим на итоговый результат. Обратите внимание, что все цвета выходят через естественные оттенки. Не просто немножко светлеют. Также хочу заметить, что намного светлее стали оранжевые пятна. Вот эти вот тестовые, которые мы делали, они были здесь, здесь и вот здесь. То есть оранжевый удалился с одной процедуры практически полностью. Он максимально посветлел. Серая гавань, вот эта татуировка, она максимально ушла вот здесь по бокам. Здесь мы специально заглублялись. Заглубления еще не удалились, то есть потребуется еще одна процедура. Веснушка, самый красный пигмент у нас остался, то есть он совсем не покраснел. Наоборот, вот здесь вот в середине и по бокам мы видим, как он тоже хорошо фрагментируется. Лучше всех фрагментируется жареный каштан. Вся татуировка стала как будто рваная. И жареный шоколад очень хорошо ушел вот здесь. Через 1,5 месяца, когда полностью заживет рука, мы будем проводить еще один сеанс удаления татуировок только ремувером. Поэтому через примерно 2 месяца у нас выйдет новый ролик про удаление наших пигментов ремувером. Отправляйте это видео коллегам, и я рекомендую вам просвещаться не на пустых разговорах, а на примерах и доказанных фактах.